Всем привет! В ремонте Пыжик 307. На панели прибора загорелся значок, аккумулятор. Говорит о том, что генератор не дает зарядки. Двигатель 1.6. 1.6 бензин. Вот так он выглядит. Вот генератор, который надо поменять на отремонтированный. Вот такой мы имеем. Будем снимать старый и устанавливать новый. И перед работой обязательно снимаем АКБ, чтобы не было КЗ. Пока идет ремонт, ставим аккумулятор на зарядку. Сперва снимаем фишку и провода на генератор. Так, вот одна фишка на возбуждение. И за защитой колпачок и гайка на 13. Откручиваем и отводим в сторону. Так, теперь нам надо расслабить ремень натяжения. Вот натяжной ролик. Приоткручиваем вот этот болтик на 13. Тем самым расслабляем. И лезем вниз. Внизу откручиваем еще один болтик. Приоткручиваем на 13. Вот этот. И сам натяжитель. Вот он. Берем головку на 10 и вращаем против часовой стрелки. Тем самым расслабляем само натяжение ремня. Запоминаем, как он стоит. Или зарисовываем, чтобы не забыть. И скидываем. Ролик нормальный. И сейчас этот посмотрим. Тоже нормально, не шумит. Так, ремешок ставим как и был. Не переворачиваем. Трещин нету, еще походит. На всякий случай сделал себе вот такую схемку. Берите на заметку. Крепление генератора — это 4 болта. Ну, начинаем с того болта, который удобнее всего. Вот этот. Голова на 16. Полностью выкручиваем его. Ложим отдельно, чтобы потом болты не перепутать. С ямой, вот кондиционер, вот болтик нижний на генератор. Сейчас я стрелочкой его покажу. Берем трещотку, головку на 16, до конца ее не одеваем и насаживаем на болтик, и этот болтик откручиваем. Так, вот он, болтик. Оставляем его снизу. Следующий болт, который мы откручиваем, находится возле выпускного коллектора и довольно неудобный. Накидываем ключик и потихоньку на 16. И потихоньку его откручиваем. Так, достал этот болт верхний. По сути, его можно не доставать. Замысел французов был такой, что его прослабляешь, конус отходит, и вместе с генератором он выходит. Ну, я его достал. Посмотрю, смажу и буду. Я думаю, так проще будет. И остается открутить 4-й болт со стороны колеса. Сейчас я вам покажу его.
шестигранников на 8. Вот он. Откручиваем. Рассчитывал, что это 4-й болт крепления генератора. Оказалось, нет. Четвертый этот болт спрятан под роликом. Вот мы этот болтик открутили. Тот под шестигранник болтик мы уже открутили. Теперь снимаем этот ролик. И должен показаться тот самый 4-й болт крепления генератора. Так, осталось немножко. Вот мы его сейчас снимаем. И видим этот 4-й болт крепления генератора. Все, теперь его откручиваем и достаем сам генератор. Как только начал его откручивать, генератор сразу же расслабился и начал шевелиться. Все болты закручены легко, а все откручивается пальцами. Все, генератор на месте. Когда два генератора рядышком, обязательно проверяем крепление, чтобы было все одинаковое, чтобы все крепление подходило. Только после этого засовываем его обратно и прикручиваем. При установке генератора рекомендую просто наживить пальцами все болты, только после этого затягивать их до конца, чтобы потом не мучиться попадать болтами. Теперь, когда все болты на месте, можно и дожать. Ремень на месте. Сейчас я его натяну. Не забывайте, что если вы сильно натянете, когда он нагреется, он становится меньше и быстро выйдут из строя подшипники. Так что сильно натягивать не надо. Лучше потом подтянуть. Так, вот ремень. 6 дорожек. 1125 миллиметров длина его. Сейчас его подтягиваем. Ставим фишки и тестером проверяем, сколько же генератор будет выдавать. Так, аккумулятор зарядил на 100%. Между прочим, рекомендую. Китайское зарядное. Простое и надежное. Так, ОБДшкой сбросил все ошибки. Теперь проверим тестером. Концовочка видео по поводу зарядки на Peugeot. Короче, поставил я другой генератор рабочий, зарядки как не было, так и нет. Получается, я уже немножко сам начал разбираться в электрике. И вот на эту фишку один из этих контактов должен приходить плюс от замка зажигания на возбуждение генератора. А замок зажигания поворачиваю, плюса никакого нету. Что я сделал? Вот эти два проводка, фишку снял и подсоединил два проводка на сам генератор. Ну, точно же я не знаю, на какой провод должен подаваться плюс, а не два одинаковых провода. Так, что я сделал? Вот этих два проводка, что я показал, будем экспериментировать. Вот предохранитель на 5 ампер. Тестер подсоединил 12,4 вольта. Теперь заводим автомобиль, запускаем точнее. И идем смотрим. Зарядки нету. Берем
Я уже вычислил проводок. Соединяем его через предохранитель. Это я брал на всякий случай, если вдруг, чтобы не было коротыша. Вот, зажимаем и дотрагиваемся до плюсовой клеммы. Только дотрагиваемся. Пошла нагрузка и пошла зарядка. Доходит до 14:09. Итог этих всех действий, то что скорее или замок зажигания не дает плюс на катушку возбуждения генератора, или где-то обрыв. Все, на этом видео буду заканчивать. Пока.